Рад приветствовать всех подписчиков и зрителей канала. Сегодня у нас по программе будет традиционная распаковка двух посылок от подписчиков канала. Ну, будут как бы небольшие, вот это маленькая и одна там чуть побольше будет, но по весу она даже легче, чем вот это. Вот. Хотелось бы, конечно, что-то поинтереснее, как бы, ну, видео какое-нибудь сделать, да, но сейчас как бы в приоритете видео распаковки. Почему? Потому что подписчики просят заранее, поэтому так, забыл сказать от кого. Сергей Володимирович, місто Зіньків. Так. Ну ничего, как-нибудь на днях что-то придумаю, что-нибудь интересное сделаем. Как бы вот. В принципе, уже график составлен. Есть по плану там целый список видео, которые надо заснять. Но чтобы этим заняться, это надо несколько дней выделять. Вот. И, соответственно, не заниматься посылками, как бы. Потому что не получится и посылками заниматься, и еще делать какое-то видео. Вот. Поэтому, как бы... вот так вот. Ну, поэтому, как бы, пока так. Пока так, а как оно открывается? Ага, понял. Ну, тут еще скотч. По бокам скотч. Так, листик. Что на листике у нас? О, отлично. Бажаю здоров'я, Володя. Висилаю домашні завдання, наскільки страшно чи странно виконане під вашу оцінку. Якщо буде відео, зачекаю. Дякую за допомогу. От человек сразу сказал, я подожду. Отлично, супер. Спасибо за письмо. Вот. В общем, ну, в принципе, как бы не сильно долго ждал. Подписчик 3 дня. Ну, где-то около 3 дней, да. Так, у нас тут, короче, есть все. Да, сегодня уже, кстати, открывал посылки, но не на видео, которые... Очень много посылок с чипами. Короче, видео мое пошло людям на пользу. Про чипы, про мосты, короче. Пока этого видео не было и не приезжало такое. А как только сделал видео, все сразу побежали платы. Все, кто планировал платы отсылать, все побежали платы, короче, свои все пораспаивали. Так, это у нас что? Молибден. Молибден с диодов. Так. КМчанка. Да, конечно, работы сейчас мне тут предстоит. Посылка хоть и маленькая, но это только... Так, ну такая плата, как бы, ну, она ничего не стоит, потому что она пустая, без ничего. Так, а тут у нас... Сейчас сразу проверим. Вот так вот. МНЦ. Тоже Мельхиор. Короче, ложки, вилки Мельхиор. Чи вилки, да, только вилки. И ложечка вот такая маленькая. Она, наверное, тут стоит надпись А800. А800. Кстати, обсуждали с подписчиком, ну, он посылку отправлял, обсуждали с ним там, он, ну, копает с металлоискателем. Вот это с прошлого видео, предыдущий выпуск, предыдущая серия, ложка там была, ой, ложка, вилка. Там тоже стояла 800. Но он сказал, типа, так как она старая, как бы она, ну, говорит, я как бы понимал, что это серебро. Я ему пишу, говорю, а есть еще 800 пишут, но это не серебро. Он говорит, ну, говорит, в принципе, говорит, вам виднее, но я как бы сам, я просто с таким сталкивался. Сейчас мы ее сразу проверим. Скорее всего, это даже не Мельхиор, просто покрытый сплав какой-то, потому что она очень легкая, она вообще как пластмассовая, короче. Можно даже и не проверять. Она цамовская. Цамовская ложка. Не встречал такого, конечно. У нее даже окисления повыступали, вот такие бугры, ямки. И мы ее сейчас сразу проверим. Не будем нарушать традиции. Мы ее сейчас проверим. Она вообще не покрыта. Это краска. Это просто краска. Сейчас больше капну. Короче, выкидываем эту ложку. Это, скажем так, какое-то мега китайское чудо
подделок. Так, выбрасываем, она нам тут не нужна. Такие микросхемы. Подписчик, короче, наложил тут. Наложил все, что только можно. Это навес, позиция. Телефоны. Ну, телефоны вроде бы как... Вот так вот буду сейчас рассортировывать. Хорошие. Дешевые тут, хорошие тут. И вот это тоже подписчик на проверку отправил. Сейчас будем это дело все зачищать. Я пока отложу. Раз, два, три, четыре. Ну, вроде проходит по чипам. Не проходит. Непроходная плата. Это тоже непроходная. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже непроходная. Проходная. Непроходная. 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 Проходная. Это у нас что? Проходная. Старый какой-то был телефон. Это у нас непроходная. Это у нас проходная. Вообще без чипов. Ну, положим их к этим. Эту сюда. Эту можно сюда. Эти сюда. И тут еще была платка. Такая вот. Это непроходная. Это сюда. Сразу говорю. Те, кто внимательно смотрят, вот эти все лишние вот эти деталюшки. Камеры, металл. Все это надо снимать. Так, все. Больше у нас ничего такого нет. Тогда приступим. Сейчас сразу телефоны взвесим, уберем их, чтобы они не мешали. Коробка нам больше не нужна. Так, весы берем. Включаем весы. Сейчас сразу все это. Сейчас самое основное лишнее отсюда приберем. Так, это у нас с нормальным количеством чипов. 120 грамм. Я, наверное, сразу в деньгах напишу. Телефоны 120 гривен. 1000 гривен килограмм. Так, с этим мы разобрались. Теперь дешевые телефоны. Дешевые по 300 гривен килограмм. То есть получается на 30, ну 129 грамм, короче, на телефон дешевый на 39 гривен. Так, все это конечные суммы. Сейчас я тогда еще МНЦшку завешу. Так. Телефоны в разные стороны, чтобы не перемешивалось. Так. И МНЦшка. 305 грамм. Пишу МНЦ. Но опять же, это не просто МНЦ, это посеребренка. Посеребренка. 305 грамм. Это у нас получается 183 гривны. 183 гривны. Есть. По 600 гривен за килограмм, я считаю. Так. С этим разобрались. Теперь у нас остаются... Так, вот эту плату я откидываю. Она нам не интересна. Так. Что еще? С этими... Со всеми чипиками мы разберемся. Так, тут у нас серебро, молибден, КМ-ки. То есть все по порядку разложено. Это у нас детали на вес. Сейчас я хочу сразу разобраться с этой штуковиной. Где мы ее зачистим. Проб, кстати, нету. Мне подписчик фотографию скидывал. Я ему говорю, поищите пробы. Вот проба сейчас. Он говорит, не нахожу пробу. А я вот нашел. Так. Говорит, кустарщина. Вот сейчас показываю. Корона. Должно быть, по идее, видно, да?
Как-то мне кто-то советовал руку подставить, чтобы фокус лучше был. Вот корона. А вот проба 800-я. Ну, его можно портить. Он в таком состоянии, что просто капец. Он вот тут делает такое вот, как облезшее, такое, как в реакцию вступивший кусок металла. Мы сейчас вот в этом месте зачистим. Так. Стружка такая. Так. Вот, в принципе, я зачистил. Оно уже остыло. Все. Теперь можно проверить. Я хороший рез сделал. Поэтому глубина реза отличная. Хочется верить, чтобы это было серебро. Отлично. Подписчику повезло. Вот реально. Предыдущее видео было, нашли ложку. В прошлом видео вилка. Все четко. И тут вот такой вот портсигар тоже серебряный. Короче. Но и мне очень странно, конечно, что подписчик вот эту пробу здесь не увидел. Это старая проба еще, дореволюционка, короче. Вот. Поэтому как бы надо внимательнее быть. Если бы он сразу пробу увидел, то, скорее всего, он бы уже на 90% был бы уверен, что это серебряный. Так. Хороший такой по весу, наверное, грамм под 100, наверное. Не, 72 грамма. То мне просто хотелось, чтобы он был под 100. Так, 800-я проба. Это у нас как серебро, не магнитка. Так, пишем, как его правильно написать. Напишу серебро. 800-я. 72 на 31,5. Потом подсчитаю. Не хочу себе голову забивать этим. Так, что у нас еще есть на проверку? Такой вот кусочек непонятного всякого. На проверку написано. Это у нас дешевые транзисторы по 250 гривен килограмм. Я их сюда откидываю. Вот такая вот проволочки, пружинки. Короче, первым делом надо на магнит проверять. На магнит не берется. Так, вот это вот мусор. К53. К53 один нормальный. Я думал К53 4. А вот эти два, это у нас мусор. Это я выкидываю. Так. Это у нас что? На магнит берется. Не знаю, видно будет или нет. Я лучше вот так сделаю. Так будет виднее. Это, скорее всего, какая-то нержавейка. Так, как показать правильно, что вот на магнит берется. Не прям сильно липнет, но берется. Показываю. Короче, плохо видно. Магия, ничего лишнего. Это магия, реально. Короче, магнитный металл. На болгарку его нержавейка. Ну, смысла нет такую нержавейку взвешивать. Так, тут, наверное, вообще... Короче, я просто откидываю в сторону, как бы человек попросил проверить. Так, ну вот это у нас припой, по-любому. Ну, тут совсем его мало вообще. Грамулечка прям. Грамулечка припой. Я пока откину. Я чисто символически от себя 5 гривен вот так вот напишу. Вот. Чтобы оно как бы было это. Вот такой вот металл еще. Вот это можно на искру проверить. А вот подписчик с самого жёг. Он потемнел. Поэтому я даже не буду никакие манипуляции проводить с этим. Так, и вот еще какие-то проволока. Вот тоже видно. Подписчик его жёг. Оно потемнело. Тоже отбрасываю. Так. Еще показываю. Вот светлая, светлая, светлая. А вот темная чернота пошла. То есть подписчик сам как бы в домашних условиях это проверял. Откидываю эту тоже проволоку. Ну, как бы смысла нет второй раз на это время тратить. Та же история. Сейчас покажу. Вот. Светлая, светлая, светлая.
темнота, темнота, темнота. Вот прожог был. Все, тоже откидываю в сторону. И на этой проволоке не вижу никаких прожогов. Сейчас мы ее сами прожжем. Ну, это для начала, как бы. Вот. А дальше видно будет, что это у нас такое. Так, берем плоскогубцы, зажимаем проволочку. Ну, в любом случае проверять надо, потому что это много времени не занимает. Сейчас я ее прожгу хорошо. Ну, черная стала, короче. Короче, тоже, это тоже как бы не интересующая нам. Если бы это была металлы платиново-палладиевой группы, то она бы вернулась бы к своему естественному цвету. Так, выкидываем ее. Выкидываем, значит, магнит на место, зажигалка на место. Ну, проверили и проверили, короче. Отлично. Так, что у нас дальше идет по графику? Так, тут у нас полевички. Ну, начнем с больших тогда транзисторов. Скажем так, с того, чего полегче. Вот. Ну, я бы сказал бы, что распаковка довольно-таки непростая. Почему? Потому что много позиций, как бы. Вот. Короче, вскрытые транзисторы с квадратами. Вот такие вот 60 гривен штука. Вот. То есть я их сразу отложу, напишу 60, 240 есть. 40 штук. Ага, это до 82 года по 50 копеек. Пишем. Плюс 20. Самое главное условие, чтобы до 82 года были. Так, это у нас что? Микросхема керамика вскрытая с желтыми квадратиками. Такие по 3 гривны. То есть пишу 3 штучки, это у нас 9 гривен. Так, есть. Так, полубочонки. Ну, здесь все в порядке. Здесь все в порядке. 114 штук. Пишем 114 на 1,3. Есть. Микросхема. Здесь тоже все в порядке. Весы включаем. На пакетик полграмма сбрасываю. Так. 21 грамм, короче. Показывает 21,3. 21 грамм. Пишу. Это у нас получается 84 гривны. Так, что у нас дальше? Отлично. Посчитаны. Это очень хорошо. КТ пластмасса кусаная. Все проверено, все четко. 37 штук. 37 штук. Это у нас 240 плюс 56. 56. Короче, 296 гривен. Так. Тут у нас что за персонажи? Короче, 49 и 20. 29 и 40. 69 гривен. Не вижу, здесь крышка смята. Импорт это или нет. Ну, так вроде как не импорт. Или импорт. Не-не-не, это импортный транзистор. Все, увидел. Короче, напишем 60 гривен за вот этот вот, за вот эти 3 детальки. 40, 10 и 10 пусть будет. Ну, для простоты счета, скажем так. Короче, 60 есть. Так, что у нас еще? Вот эти сразу можно на вес взвесить. Они у нас, ну, такие диоды, короче, они у нас по 150 гривен за килограмм. 150 гривен за килограмм. Это у нас получается на 20-ку. 126 грамм. Пусть будет 20-ка, короче. Так, что у нас еще здесь имеется? Вот такая черная импортная неприемная микросхема. Вот. Мы ее считаем по 250 гривен за килограмм. На 220 гривен получается. 220 гривен. 87 грамм минус пакет. Так, потом у нас получается идет чипы. Чип двухсторонний, чип четырехсторонний. Тут все в порядке, все четко. Вот, на 2 пакета я грамм сброшу. Вот,
по 2,5 гривны грамм. То есть получается у нас 65 грамм. Пишу 65 на 2,50. Есть. Так, что у нас идет дальше? Мосты с желтой полоской. 7,2 пишу. Так, 7,2 умножить на 9. Есть. Вопросительный знак. Это у нас... Сейчас покажу, что это у нас такое. Вот это у нас... Вот такие вот. Это у нас мусор. Это микросхема и чип с дешевой платы. Вот. Есть. А это у нас с планшета, короче. Ну, то есть тут память. Вот эта память у нас по бокам пайка. В общем, это была плата планшета, скорее всего, распаяна. Я ее посчитаю по 5 гривен грамм. Вот. 2,7 это у нас получается на 13,50 пишу. 13,5. Все, можно высыпать это дело. Отсюда. Так, крышечку на место. Так, крылатая микросхема. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук. 40 гривен. 40. Подписчик написал вольфрам, но это не вольфрам, это у нас молибден с диодов. Вот, короче 25 грамм. Почем он у нас? За 100 грамм 90 на 4 на 4 25. Короче, 20 гривен пишу. На 20 гривен здесь. Почему? Потому что он мелкий. Если реальный, там, допустим, молибден там в прутке или еще в чем-то, он там дорогой, там в районе 1500 за килограмм. А вот такой мелкий, он уже идет как стружка. А стружка молибдена, она дешевле. Не магнит, не магнит. Ага, тут, кстати, интересно сейчас. Очень даже интересно. Так, мелкие контакты на место. Так. Ага, нормальная. Так, а вот это под вопросом. Это проверять надо. Берем горелку. Берем нашу горелку. Где тут зажигалочка? Сейчас проверим. Не рвется от руки. Сейчас огонь больше сделаю. Так, показываю. Медная. Серебро скатилось, а медная пластинка осталась. Короче, вот это неприемное. Отбрасываем. А вот это вот оно от руки порвалось. Если рвется от руки, значит это серебро. Сейчас покажу, как оно свернется. Сейчас. А не. Не. Это я загнался, короче. Вон, опять медная. Серебро скатилось, а медяха вот есть. Я думал, ну, легко так порвалась. Я думал, что серебряная. Вот. Она получается тоже медная. Короче, это лучше проверять такие вещи. Вот. Я всегда проверяю. Всегда беру горелку и проверяю. Так. Ага. Так, сейчас. Вот что я хотел посмотреть. Вот эти вот пластиночки, короче. Показываю. Ну, серебро он слезло. Сейчас покажу, видно или нет. Короче, серебро слезло, он медяшка. Видели? Квадратики такие. Поэтому мы эти квадратики сейчас отсюда поубираем.
если они еще тут есть. Да, вот еще один. И вот еще один. Ну, я стараюсь делать так, чтобы ничего лишнего не попадало, ну, к серебру, скажем так. Все. Поприбирали этот мусор. А тут у нас остались чисто контакты. Нормальные. Сейчас мы их на магнит пройдем. Сейчас покажу, что у нас осталось. Вот. Все, порядок. И можно... Я сейчас сразу пакет оттарю. Кстати, все пакеты одинаковые, грубо говоря. Поэтому можно оттарить один тяжелый пакетик. 1,1 грамма. Такой плотненький. Вот. Значит, сейчас будем это дело вот так вот делать. К распаковке посылки приложена колоссальная, как говорится, забота. Вот. Так, 9,2. 9,2 на 31,5. Есть на меди, а вот это обрезь. Но тут обрезь не очень, я бы сказал. Почему? Потому что контакты на меди и плюс еще на пластинке. Поэтому мы, короче, обрезь не совсем обрезь, скажем так. Так, на пакетик грамм, ну, минус 0,9, да. Считаем в полцены от контактов на меди. В общем, я, короче, туда пишу 7,3 на 2, это у нас получается 3,6, ну 3,7, короче, да, 3,7, а это у нас на меди нормальные контакты. 3,7, 4,6, 20,6, тогда общий вес будет 26 на 11. Есть. И магнитные. Ну, с магнитными здесь все в порядке. С магнитными вообще очень мало всегда проблем. Вот, единственное, чтобы куски железа не положили. Но оно бы сразу было видно, если куски железа. А здесь реально видно естественный контакт. Так. 18,7. 18,7 умножить на 22. В принципе, практически посылку закончили. У нас тут валяется вот этот К50, К53,1 на 3 гривны, короче, он. 3 гривны. 3 грамма, 3 гривны. Вот. 1000 грамм. 1000 гривен. Так. КМки. Ну, бескорпусные совдеповские КМки. Вот они. И зеленые. Мы их, в принципе, в одну цену подобьем. 3,7, 3, 3,5, 3. 3 на 48 есть. И окукленные. Сейчас мы их на магнит. Нормально все. 2,3, 2,4, ну напишем 2 грамма, да, 2 на 12. Есть. И остаются полевики. Кстати, ничего прям сильно тяжелого здесь нет. Что у нас тут? Корпус. Не корпус. Ну, типа корпус. 2 безногих и 4 с короткими ногами. И всего у нас их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ну, по 15 гривен тогда их напишу. 90 гривен. Потом выводы в кульку. От полевика выводы в кульку. Ну, подписчик заморочился. 2 ноги есть, а 2 ноги телепаются. 4-ноги, короче. 1, 2, 3, 4. 4, да, это у нас 80 гривен. И 3-ноги. 3-ноги. Сейчас мы их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук 3-ногих. 11 штук 3-ногих, это у нас 198 гривен. Прекрасно. Ух, такая разминка именно. Непростая посылка, я бы сказал бы. Нелегкая, скажем так. Из-за того, что очень много позиций. Подбивать буду ее с калькулятором.
Поэтому я, наверное, лучше ее сейчас туда подобью. Вот. Потому что потом мы лучше перейдем ко второй, чтобы уже не возвращаться к первой. Сейчас тогда на паузу поставлю, мы ее подбиваем и переходим ко второй. В общем, по сумме у нас получается 5480. Пишем 5500 для ровного счета. Все, отлично. И переходим тогда ко второй посылке. Вот, вторая посылка у нас от 16 числа. Степан Степанович, место Виноградев. Это уже третья распаковка от подписчика. Он всегда готов долго ждать и, в принципе, он любитель именно распаковок. Вот. Поэтому ему всегда интересно. Вот. Ну, я так скажу, что мне тоже было бы интересно. Вот. Все, единственное, все зависит от моего времени, как говорится. Вот. Плюс Степан Степанович, еще одна посылка от подписчика в дороге уже с приборами, там осциллографы едут. Вот. И, наверное, тоже будет просить распаковку, но по времени не знаю. С осциллографами, конечно, это, блин, такое мероприятие, я бы сказал. Так, в общем, выкладываем платы, чтобы коробку отсюда прибрать. Ну, да, вроде все такое крупное, да, скажем так. Так, с чего мы начнем? Начнем с вот этой платы. Подписчик фотку этой платы скидывал, пишет, типа, скажите, что тут на этой плате вообще примерно? Я говорю, ну, может, гривен до 50, если повезет. Он говорит, ну, я вам, говорит, ее отправлю, говорит, а вы покажете, где здесь до 50. Типа, ну, короче, а тут чисто вот если за счет вот этой микросхемы может быть, только в том условии, если она у нас желтая. Вот. Больше здесь ничего интересного на этой плате больше нет. Что мы сейчас сделаем первым делом? Чтобы избавиться от этой платы, да? Мы год, 88 год. Ну, белые они, походу, все. Да. Все белые. Короче, 0. Так, убираем ее. Я опять же, я же говорил, если повезет и будут все, ну, все желтые будут, да. Так, что у нас тут в судочке? Ага, в судочке черные чипы. Так, черные чипы меня уже преследуют. Так, судочек убираем. О, какая красота. Обидно, что она... Короче... Ну, ножки, походу, белые. Ладно. АЗУ. Не совсем так. Есть здесь нюансики небольшие. Надо будет сейчас выбрать отсюда. Что у нас тут? Вот такие разъемы импортные. Ну, это дешевейшая позиция, какая только может быть. Ну, это сплат, как бы. Даже не знаю. Тут, наверное, так, чтобы вот... Ладно, пусть пока лежат. Сейчас мы к ним еще дойдем. Мне надо место освободить. Сейчас тогда перейдем к этим платам. Вкусные платки. Короче, подписчик говорит, что мне разбирать ее. Я говорю, кстати, плохо очень, что она обломана, куска нет. Короче, кусок платы кто-то отломал. Это очень плохо. Подписчик говорит, что мне, говорит, ее распаивать. Я говорю, да не надо распаивать. Я говорю, я себе в коллекцию ее возьму. Надо вот этот процессор поддеть, посмотреть. Сейчас мы его вытащим.
Ну, это процессор за 200. Ну, короче, с черным низом, с гладким верхом. И назад его вкидываем. Назад его вкидываем сюда, короче. Так, я уже ноги тут подогнул у него. Когда вытаскивал, скорее всего. Потому что, смотрю, как-то ноги не стыкуются. Хотя вроде никаких я, ну, усилий никаких не прикладывал к нему. А ноги что-то как-то выгнулись. Очень странно это как-то. Сейчас я их попробую выровнять. Сейчас покажу, где. Вот здесь, короче, подогнул немного ноги. Хотя я, ну, никаких усилий реально к этому не прикладывал. А ноги что-то как-то в сторону ушли. Вот здесь вот с краюшку. Непонятно. Короче, настолько нежный проц. Ну, оно часто у таких процессоров ножки подгибаются. Короче, аккуратно с ними надо. Так, попробуем поставить на место. Вот. Опять не хочет. Ладно, потом сам поставлю, а то сейчас начнут люди психовать, что я, короче, надоедаю всем. Ну, этот, скорее всего, такой же. Не буду гадать. 2 по 200, короче. 2 по 200 плюс плата. Короче, вот эта плата 500 у нас получается. 500. 500 имеем. Переходим дальше. Ну, вот эта плата практически пустая. Вот. Ну, скажем так, реально она пустая. Поэтому, ну, пусть будет за нее 100, потому что я подписчику обещал. Там у нас 600 имеется. А вот тут у нас уже вкусная плата. Какой-то мега старый суперкомпьютер. Сейчас покажу. Вот такой проц. Красота, короче, проц. Вот такой проц, такой проц. Короче. И вот такой вот еще. Красавец. Короче, так, там у нас 600, а вот эта плата будет 900 гривен. Это чисто в коллекцию себе. Это, скорее всего, ну, либо ноут какой-то был, либо комп. Короче, что-то интересное. Вряд ли она, конечно, рабочая, эта плата. Это маловероятно. Но очень крутая плата. Короче, 1,5 у подписчика есть, как я и обещал. Вот. Пишу 1500. Угу. Оперативка. Оперативка. Оперативку подписчик распаял. Ну, я б такой, чтоб не, ну, оперативку не распаивал на самом-то деле. Там как бы не особо это выгодно. Вот. Поэтому это голая плата уже распаянная, короче. Отбрасываем ее в сторону. Что у нас тут? Так. Подписчик меня не предупреждал, что здесь будут такие приколы. Так. Черные процы. Или предупреждал, я уже не помню. Короче, не буду гадать. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук черных пеньков. Это у нас получается, сейчас скажу, 13 черных пеньков, 520 гривен.
520 гривен. Потом у нас идут маленькие процики. Так, маленькие процики, Малайзия, тыры-пыры. Это, ну, малыши, короче, скажем так, с желтым верхом. Короче, малыши с желтым верхом, такие вот они, так звонят. Так, продолжаем нашу передачу. Короче, жалко, что ноги подогнуты. Интересно, вообще рабочие они или нет. Еще больше интересно, может, кто-то такие собирает. Так, короче, они у нас все... Ага, этот с белыми ногами. Хотя, может, они в никеле быть. Так, этот у нас, ну, они, в принципе, одинаковые, да? Интересные. У меня тоже похожие где-то парочка штук есть. Так, чисто в коллекцию оставил. Короче, они у нас все абсолютно одинаковые. Я имею в виду по исполнению. Просто только у этого желтый низ, а верхушка у него как бы нормальная, да? Скажем так, так как они у нас маленькие, они у нас будут вот эти по 150, получается, раз, два, три, 4, 5, 6. 6 по 150 это у нас 900. Вот, это нестандартные процессоры. Таких в прайсах нету. А вот эти два маленьких по 100 будут. То есть это у нас 200. 200. И сейчас переходим к большим, к нормальным процессорам. Так. К большим, к нормальным. Так, вот это у нас большие нормальные. Так, вот этот у нас 700 двухсторонний. Пишу 700. Этот у нас... Вот этот у нас малыш вот такой вот. 100 пусть будет. 100. Потом вот этот у нас, вот эти два, они как бы, как это правильно сказать, они... Так, вот эти у нас ребятки пойдут по 500, короче, я их пишу. Вот это у нас получается 1000 и остались вот такие. 486 сокет. Сейчас я, короче, раз, два, три, 4, 5. Вот такие вот. Такой... Таких у меня нет. Интересный процесс. Так, Intel Pentium MMX Tech. Такие есть. Короче, блин, это что ж такое? Так. Вот эти у нас пойдут по 350, короче, с желтым низом. Сколько у нас их тут? Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. 6 штук по 350. Это у нас получается 1800, 200. Ну и в принципе все, да? Так. Это у нас получается за процики 1400. Мне вот интересно, 1420, 1620, 1720, 2420, 3420, 5520 получается. 5520 и 1500. Это 5520 и 1500. Это у нас 7000. Пока 7020. И теперь у нас пойдут весовые позиции. Вот этот еще. Я его 150 гривен напишу. Вот. Интересный такой экземпляр. Плюс 150. Плюс. Так, теперь идем к мостам. Мосты взвесим. Вот такие вот. С желтыми полосочками. Так, 4,3. 4,3 умножить на 9. Есть. Короче, посылка прям какая-то процессорная. Супер посылка. Так. Вот эти разъемы я напишу 50 гривен, потому что
они, может, даже столько и не стоят. Я просто напишу, потому что... Ну и вот этот тоже до той же, как говорится, до той же категории, к тем разъемам пошел. Так, а тут вот АЗУ написано, да, 100 грамм. Но тут есть... Тут как бы и не АЗУ есть. Сейчас покажу, что у нас тут получается, короче. Вот это у нас толстая двухсторонка. Она у нас идет в обычную. Это у нас вообще микросхема. Вот. То есть тут еще надо над ними пока пошиться. И вообще тут куча разных позиций свалена в одну кучу. Я вот что я хочу сказать. То есть вот это пойдет к двухсторонке, это микросхема. Вот. Тут, конечно, есть память, как бы ее немало, я бы сказал, да. Вот. Но немного неправильно, короче, сделано. Плюс память старого образца от памяти нового образца я отсортировать не буду. Время на это тратить. Вот. То есть и микросхему надо было не кидать как бы сюда. Вот. Вот это чип, вот это чип. Но это чип как бы дешевый, скажем так. Вот. Поэтому то, что я сейчас отсортирую вот в этой куче, она у нас пойдет по 3,5. По 3,5, ой, по 3,5, да, по 3,5 за грамм. Вот. Вот эти я кину к этим. Вот. А эти никуда не кину. Эти останутся тут. Потому что они не подходят. Они мне не подходят. Я не знаю, в какую их позицию кидать. Это, то есть это просто микросхема получается. Обычная микросхема. Стандартная, скажем так. Ну, это, в принципе, да, еще можно скажем так, к памяти, да, к позиции память. Хотя, опять же, в таком виде нет. Вот память, она, вот память. Вот это память старого образца. Вот эта память, вот такая вот, на нижней пайке шариковой, это нового образца. Поэтому лучше правильно все сортировать, как говорится, ну, по раздельности, да, как положено. Потому что тут все свалено. Для меня это, конечно, проблема, когда вот это приходится мелкие всякие позиции, потом еще сидеть самостоятельно перебирать. Вот. Тяжеловато, конечно. Не, если там совсем чуть-чуть, еще ладно, да. А когда вот кучка, а если, допустим, полкилограмма, а такое бывало, что вот такое навалом вперемешку подписчик присылал, и я потом долго сидел, выбирал вот эти чипики по кучкам. Конечно, то еще занятие, скажем так, не очень. Так, тогда взвесим. Вот эту я по 3,50 за грамм посчитаю. Так, попалась одна вот такая. Еще одна попалась. Тут опять же, да, вот. Она черная, сливается, все. Вот так вот пропускаешь. Поэтому надо, чтобы все было суперски. Еще одна. Вот три на ровном месте выбрал микросхемы. Ну, вроде больше нет. Надеюсь. Ну, ничего страшного. Если даже одна попадется, то и ладно. Так, 65,5 на 3,5. И назад будем пробовать ее в пакетик высыпать, чтобы оно не это... Так,
отсортировали. Замечательно. Вот эту я кину сюда. Ну, на пакет грамм сброшу. Тут биосов куча. Я когда, оптом сдаю, допустим, вот чипы, да, меня за вот эти биосы, конечно, вообще вот эти биосы, вот они, да, вот такие вот микросхемы, толстые, с подогнутыми вниз ногами. Они, по-моему, 800 гривен килограмм идут. Я, так как подписчик постоянный, как бы клиент и, как это правильно сказать, я не буду придираться за эти биосы, вот. Я их посчитаю вместе с нормальными, да, скажем так, чипами, схемами. Но вообще на будущее, если много биосов, лучше их выбирайте в отдельный пакет, потому что для меня проблематично. Вот. Потому что я всегда забываю за них говорить. Они ко мне приезжают, я их беру, и мне их потом приходится отдельно откидывать. То есть для меня это как бы минус. Поэтому если прям много, то лучше отдельно их. Так, пока говорил по телефону, весы выключились. А, 180 грамм, короче, пишу. 180 на 2,5. И вообще, вот скажу так, что многие, кто занимаются вот этими вещами, да, они толстую микросхему четырехсторонку, двухсторонку, они вообще, стараются дешево очень брать, то есть не по 2,50 за грамм. Так, все, здесь все. Это у нас остается на столе, эту я считать не буду, это обычная микросхема. Так. Плюс она толстая, и плюс она с подогнутыми ногами. Короче, это немного не то, что нам надо. Вот. Тут еще бумажечка была АЗУ 0,104, а у меня на весах показала 180. Я так и не понял, что это за вес такой. В общем... не. Что-то я гоню. Загнался я, короче. Тут у нас все нормально. Это у нас тут было типа 104 общий, и оттуда ушло вот эти, плюс вот эти. У нас получилось где-то 40 грамм получается. Это я выбрал того, чего не надо. То есть как бы вот. В принципе все. То уже у меня голова уже не варит. Так, что у нас получается? 360 и 90, 450. Тут у нас получается, короче, все, не могу, короче, надо... Сейчас я на калькуляторе это все подобью, проверю, и мы продолжим, потому что как бы не хочу ошибки допустить. Лучше уже с первого раза сделаю, и все. Короче, сумма у нас получается 7937. Короче, 7937. Короче, пишу 8000. Все. И здесь мы округляем, чтобы у нас было ровными суммами. В общем, это у нас вторая посылка. Первая такая очень тяжеловатая, а вторая такая более интересная. Потому что вот эти все процики, конечно, красиво так оно все, керамика, вот это вот. Красивые, конечно, вещи были раньше делали. Вот. В общем, всем спасибо, что уделили целый час своего времени на просмотр сегодняшней новой серии. Смотрите предыдущие серии. Все серии стараюсь делать так, чтобы выходили плюс-минус более-менее интересными. В общем, всем хорошего вечера, всем хороших просмотров на YouTube. Вот. Всем спасибо, что смотрели выпуск, и всем пока.